Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня 20 марта, магический и волшебный день. Друзья, сегодня у нас с вами весеннее равноденствие. Обязательно скажите сегодня одно волшебное слово, которое поможет вам изменить вашу жизнь, возможно, у кого-то даже кардинально. Итак, сегодня 20 марта, день, когда энергия, напор и уверенность в собственных силах станут залогом успеха. Поэтому важно в этот день заняться гармонией внутреннего и внешнего пространства, постараться быть справедливым и заботливым к окружающему вас миру. Если вы сегодня хотите изменить свою жизнь, свое окружение, только вперед, потому что именно 20 марта это будет подходящее для этого время. Будьте готовы сегодня и к неожиданностям, проявите максимум смекалки и гибкости в суждениях и в своем выборе. Сегодня постарайтесь быть смелее, амбициознее и более решительнее, потому что у вас сегодня отличные перспективы, надо только решиться на первый шаг, и этот шаг вы должны сделать, потому что многие из вас сейчас будут способны очень тонко понимать чувства других людей, их мотивы и чего они хотят от вас. Поэтому обязательно воспользуйтесь этим. Это все потом сможет вам пригодиться и в работе, и в отношениях с родными и близкими людьми. Сегодня пришло время меняться и время принимать решения. То, что вы решите сегодня, перечеркнет остальные варианты. Так что полагайтесь не только на свои желания своего сердца, но и также на разум. Примите это к сведению и постарайтесь проявить дипломатические качества. Они вам сейчас будут очень нужны. Также постарайтесь и применить свои положительные качества и смело идите к цели. Ведь вы сегодня деловиты, вы контактны и легко находите подход к людям. Сегодня у вас появится прекрасная возможность решить основные проблемы на работе, но вам и не привыкать трудиться. Ваше упорство и профессионализм наверняка оценит руководство. Сейчас важно проявить себя, продемонстрировать свою заинтересованность и трудолюбие. От этого зависят ваши материальные перспективы. Не бойтесь задавать сегодня уточняющие вопросы, потому что от этого зависит успех мероприятия. Если вам что-то непонятно, или это что-то двояко, или два бока, переспросите, задайте уточняющие вопросы. Это только во благо для вас. У вас сейчас высока вероятность денежных поступлений, и эти деньги лучше потратить на себя. Не делитесь сегодня и ни с кем своими планами, даже если и сильно чешутся руки и язык хочет о многом рассказать. В денежных вопросах сегодня сохраняйте хладнокровие. Сейчас совсем неподходящее время для решения каких-либо финансовых вопросов или проблем. Сейчас очень подходящее и неплохое время, чтобы наладить новые деловые связи. В этом вопросе стоит проявить гибкость, не суетитесь и не сомневайтесь в себе. Будьте оптимистичны и в то же время деликатны. Сегодня постарайтесь быть готовыми к каким-либо переменам, они сейчас вам на пользу. Отнеситесь к этому как можно спокойнее и не будьте слишком эмоциональны. Отстоять свою точку зрения сегодня вам будет крайне тяжело, поэтому выплескивать свои эмоции придется очень спокойно и аккуратно. Если вы сегодня работаете в этот день, то вам нужно будет сосредоточиться на новых проектах, где вы почувствуете полное понимание и поддержку коллег и коллектива. Сегодня также вы можете смело браться за любые новые проекты. Не стесняйтесь высказывать свое мнение, вне зависимости, это на работе или это дома, потому что ваши члены семьи или ваше руководство обязательно вас оценит и поймет и поддержит. Главное рассказывать об этом всем досконально, с пониманием того, чтобы все поняли и осознали, что да, действительно это важно делать сейчас в данный момент. Помощи, правда, ждать сегодня не приходится, придется рассчитывать только на свой ум, на опыт и знания. Работа потребует и сосредоточенности, усердия и профессионализма. Так что впереди вас ожидает в какой-то степени и напряженный день, который принесет вам удовлетворение вашей работой, и вы почувствуете внутреннюю гордость за себя.
Также сегодня вас ждут и маленькие личные открытия. Они помогут выстроить дальнейшие планы. Сегодня возможны на работе некоторые перемены, возможно смена руководства и команды, поэтому внимательно следите за ситуацией и маневрируйте. Постарайтесь сегодня по максимуму использовать свои знания, опыт для того, чтобы удержаться на своем месте. Сегодня, если вы работаете, не исключены мелкие какие-то накладки, ну а чтобы их избежать, обратите внимание на детали, не допускайте ошибок, не спешите просто сегодня, никто за вами не гонится. Сегодня возможен, правда, конфликт. Самое обидное – это повод для этого окажется при этом какой-то пустяковый. Всему виной может быть всего лишь одна не слишком осторожная фраза. Поэтому постарайтесь сегодня, 20 марта, следить за своими словами и выражениями и меньше давите на окружающих своим авторитетом. Попробуйте себя в роли дипломата, а не надсмотрщика над ними. Сейчас как раз то время, когда очень хорошо отказаться от спонтанных покупок, начать экономить деньги, потому что они все-таки вам понадобятся уже этим летом. Экономить придется не только деньги, но и время. Придется заниматься не только своими делами, сколько делами близких людей. Поэтому старайтесь держать при себе подробности личной жизни и меньше обсуждайте с окружающими свои проблемы. Иначе рядом могут найтись люди, которые пожелают давать вам советы, пользы от которых просто не будет, а вы можете стать героем сплетен. Также сегодня доверьтесь интуиции и действуйте. Сегодня семейная жизнь станет главным источником вдохновения и положительных эмоций. Постарайтесь провести вечер дома, общаясь с близкими людьми. Уделите внимание родителям и проведите с ними вечер. Сегодня вы найдете поддержку у близких людей. Поделившись с ним тревогами, это поможет выдержать самые суровые испытания. При этом важно соблюдать позитивный настрой и делиться им с близкими людьми. Для этого сгодятся любые средства, от просмотра любимых фильмов и чтения книг до занятий спортом и освоения нового хобби. Вашему здоровью сегодня ничто не угрожает, однако сегодня нежелательно садиться за руль. День очень благоприятен для начала диеты, лишние килограммы будут уходить очень быстро. Также сегодняшний день очень благоприятный и для стоматологических процедур. Если в них есть необходимость, то именно сегодня запишитесь к врачу. В личной жизни людей, которые не нашли еще свою половинку, очень скоро намечаются хорошие перемены к лучшему. Впереди знакомства, встречи и свидания. Эти знакомства приведут к длительным и прочным романтическим отношениям. Острая наблюдательность и высокая чувствительность поможет паре безошибочно выбрать и понять своего настоящего партнера на будущее. К тем, кто уже создал семью, сегодня удастся прийти к особой гармонии в отношениях. Друзья, именно сегодня, 20 марта, день весеннего равноденствия. Поэтому сам день весеннего равноденствия вам нужно использовать максимально, потому что именно этот день также и очень связан с родом. Поэтому очень благоприятно им заниматься. Хотя бы молитвы, хотя бы воспоминания о предках. Также постарайтесь сегодня наметить цели на весь ближайший год, спланировать и правильно распределить силы. Пропишите материальные и духовные желания в новом блокноте. Знайте, чем подробнее и конкретнее вы составите свои желания, тем быстрее они сбудутся. И еще, друзья, помните, весеннее равноденствие – это день праздника, радости, удовольствий. Делайте все легко и с желанием. Постарайтесь больше улыбаться, смеяться. Приготовьте угощение в честь солнца. Сведите сами и дарите другим радость. Например, устройте солнечное застолье, испеките блины, яблочный пирог, поставьте на стол апельсины, потому что все это ассоциируется у нас с солнцем. Возьмите как вариант, соберите семью за одним столом, пригласите близких вам людей, которые вас понимают, которые вас поддерживают. Вспомните какие-то хорошие истории, дарите друг другу тепло и поддерживайте друг друга. Именно 20 марта обязательно сходите и на прогулку в парк. Если есть возможность, то выберитесь за город и попытайтесь соединиться с природой.
Обязательно напитайтесь в этот день энергией Солнца и получите его поддержку. И в этот день обязательно все время от времени нужно говорить одно слово. Это слово «благодарю», когда вы видите, что вам кто-то помогает, вам кто-то что-то говорит, говорите слово «благодарю». И когда вам сегодня что-либо преподносят, дают, дарят, обязательно говорите слово «принимаю». Ну а если вам это не нравится, то просто разворачивайтесь и уходите. Не нужно общаться с теми людьми, которые в этот день несут вам негатив, потому что ничего хорошего из этого не будет. Вот такой, друзья, у нас с вами волшебный и магический день. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.